Всем привет! Сегодня у меня еще несколько простых способов сделать органайзеры своими руками. Поехали! Очередной вариант дополнительной полочки. В этот раз нам понадобится картон, втулки от пергамента или фольги и материал для обклеивания. Вырезаем из картона два прямоугольника по размеру полки и в одном из них делаем круглые отверстия для втулок. Картонки склеиваем между собой и обклеиваем. Втулки разрезаем на 4 одинаковые части и также обклеиваем. Их длина должна соответствовать желаемой высоте полки. Вставляем втулки в отверстия, лучше, конечно, их приклеить, и все, полочка готова. Если на глубоких полках, чтобы достать что-нибудь сзади, вам приходится все передвигать, то это можно очень легко исправить. Вырезаем прямоугольную основу по размеру полки из листа ДВП. Если его нет, то подойдут листы картона, склеенные между собой для прочности. Эта основа будет выдвигаться, поэтому нужно оставить небольшой зазор, чтобы не мешала дверца шкафчика. Вот, в принципе, и весь органайзер. На него складываем любые коробки, корзинки, контейнеры. Как всегда, выручат и обрезанные коробки из-под молока. Теперь, чтобы достать предмет из глубины полки, можно выдвинуть все одним движением и очень быстро добраться до заднего ряда. Легкие коробочки лучше поставить вперед и приклеить их, чтобы они не выпадали. Также можно сделать и в глубоком выдвижном ящике, если пространство сверху никак не используется. Вырезаем основу из картона или ДВП. Можно по размеру всего ящика, но я сделаю только наполовину. Потом покажу зачем. К основе двусторонним скотчем приклеиваю коробочки разного размера. Вот и все, можно уже пользоваться. А на пол ящика я сделала для того, чтобы не вытаскивать каждый раз эту конструкцию, а просто передвигать ее. А при необходимости несложно будет и вытащить. Теперь сделаем очень простую и устойчивую подставку, на которой будет возможность пользоваться телефоном и подключать зарядку как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Нам понадобится всего лишь два небольших кусочка плотного картона. Они должны быть одинаковой ширины и приблизительно совпадать с шириной телефона в горизонтальном положении. Теперь внимание, очень важный момент. Мы сейчас будем вырезать отверстия, и это нужно делать обязательно поперек вот этих полосок гофрокартона. Если же сделать прорези вдоль, то картон очень быстро согнется в этих местах и поломается. А если резать поперек, то согнуть подставку будет намного сложнее, и она прослужит долго. Соединяем детали и перед тем, как обклеивать, примеряем телефон. На этом этапе можно обрезать лишнее сверху или отрегулировать наклон, укоротив опору. Для следующего органайзера нам понадобится 3 коробки одинакового размера. Их нужно со всех сторон хорошо склеить и вырезать окошки, оставляя внизу перегородку. Дальше склеиваем их между собой и можем устанавливать, например, под кухонной раковиной.
Если обклеить коробки самоклейкой, они будут не только эстетичнее смотреться, но и станут более прочные и устойчивые к влаге. Еще больше вариантов органайзеров, которые можно сделать своими руками, вы найдете на моем канале в отдельном плейлисте, который, кстати, регулярно пополняется, так что жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Спасибо вам за внимание. Пока!